друзья, я проделала этот великий путь поближе к солнцу, к морю, к небу и горизонту не просто так, а по серьезному ответственному делу. Мы с вами будем загадывать желания. Оказалась я здесь из, как всегда, весьма корыстных, эгоистических соображений. Дело в том, что у меня долгое время есть желание простое, воплотимое, не желание даже, а практическая задача, с которой я, тем не менее, не могу справиться. И вот мне это все надоело, и я решила немножко необычным способом загадать желание, отправить его во Вселенную ангелам, для того, чтобы они мне уже помогли. Что-то у меня у самой не получается. Если вы меня поддерживаете, если у вас тоже есть желание, которое надо правильно загадать, я предлагаю вам это сделать вместе со мной, потому что вы знаете, что коллективные энергии намного действеннее и мощнее, чем энергии индивидуальные. И вот представьте, если мы все с вами одновременно соберемся, когда я опубликую это видео, и масса людей, в идеале все 180 тысяч моих подписчиков, одновременно загадают свое желание, то высшим силам просто некуда будет деваться, они обязаны будут обратить на нас внимание и все для нас исполнить, все для нас сделать. Но прежде, чем мы приступим к нашей лабораторной работе, я немножко подготовилась, да, я хочу сделать несколько отсылок для того, чтобы чтобы дать вам теоретический материал, чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. Я прошу прощения, если море заглушает мои слова. Выбора нет, у меня нет микрофона, сломался микрофон. И если бы вы знали, какой запах здесь, морской, на всякий случай. Итак, отсылочки. Для начала я вам предлагаю вспомнить уроки физики в 6 классе. Вот когда вы изучали звук, вы делали на уроках физики рупор. Из картона или из бумаги сворачивали рупор, и вы должны были так наглядно понять, как работает, как аккумулируется и собирается звуковая энергия, звуковые волны. И вы наверняка пробовали что-то даже шепотом сказать в этот рупор однокласснику на другом конце аудитории, и он вас все равно прекрасно слышал, лучше, чем других, и было и страшновато даже. Вторая отсылка тоже очень многим будет понятным. Можно любить или не любить кинофильм «Асса», но одно изобретение, одно откровение он нам точно дал. Это коммуникативная труба, помните? Когда два главных героя задают друг другу важные вопросы через вот такую вот трубку, примерно 1,5 метра длиной, и загадочный, обаятельный и драматичный мальчик Бананан, мечта всех девчонок, ну вот моей юности, называл эту трубку коммуникативная труба, communication tube. И метафизический или даже просто физический смысл этой трубы нам понятен. Если бы герои, находясь в одной комнате, просто без нее разговаривали бы, они бы, конечно, друг друга услышали, но у них было бы меньше ответственности в вопросах и в ответах, правда? Вот в такую коммуникативную трубу что подряд не спросишь, и что попало не ответишь. Еще тоже, мне кажется, важный факт по теме. Я слышала, что в православной традиции было, а может быть и сейчас есть такое ответвление, такая часть веры, дырничество. Эти люди верили в то же, во что и верим мы, но они не верили в иконы. Поэтому вместо икон они прорубали в красном углу дыру, условно говоря, в небо, и молились туда. Отсюда название дырничество. Но тоже, я думаю, многим будет понятен выбор этих людей. Мне вот понятен тоже. Ну и, наконец, подходим к самому главному. Смотрите, что у меня есть. Попробуйте угадать для начала. Испытайте свою интуицию. В конце концов, вы столько смотрите мои гадания и разные мои видео, вы уже должны подковаться до уровня битвы экстрасенсов. Правда? Смотрите. Я купила нам рамку видоискатель.
в самом простом художественном магазине приобрела за 3,2,5 лева вот такую вот рамку, видоискатель. И это снова, здесь я снова взываю к вашей памяти. Если вы посещали школьный фотокружок, то наверняка вас учили фотографировать. Я посещала школьный фотокружок, училась я тогда фотографировать, но я надеюсь, что это заметно, что я посещала фотокружок. Училась я тогда работать с фотоаппаратом пленочным «Зенит», но навыки, азы мне, в общем, пригодились и сейчас. Вот смотрите, вот я вот так вот просто стою сейчас, но ничего особенного. Ольга Филимонова с новым цветом волос, море привычное, Варнинское, Варнинский залив. 100 раз я вам это все показывала. Если бы вы сейчас захотели здесь сделать фотографию, то вы бы и не знали, куда вам объектив наводить. А вот так, смотрите. Вот так, вот сюда, смотрите в рамку. Вот сюда вот. Ну, все меняется, правда? Появилась композиция, появился смысл, появилась живописная нагрузка, гамма цветовая. И захотелось, если не фотографировать, то как минимум рисовать. Вот для чего нужна такая рамка видоискатель. Но мы ее сегодня будем использовать немножко по-другому, для загадывания желаний. Вот представьте себе, что вы выбираете сейчас ангела на небе, ну или где там, вы считаете, ваши ангелы располагаются. Выбираете ангела, смотрите на небо, а куда смотреть не знаете. Вот я часто так не знаю, вот куда мне смотреть. И для этого мы и будем использовать эту рамку. В общем, желание надо будет загадать сюда, а то вы скажете, что я хожу вокруг да около. Сюда. Мы сейчас выберем какой-то правильный ракурс, вот смотрите. Вот так морской пейзаж, так абстракция, просто небо. Будем выбирать разные планы, разных ангелов, ну или разных управляющих из числа высших сил и загадывать им желание. В идеале надо бы выбрать один план, наверное, и желание загадать. А может быть, кому-то уже захотелось загадать. Смотрите, может быть, интуитивный порыв у вас сейчас уже произошел, и вы прям в этот момент туда кричите: «Хочу новую шубу! Хочу новую шубу!» Нет, на самом деле не шубу я хочу, шуб у меня предостаточно. Вот. Я предлагаю 3 плана, 3 варианта, как всегда. Вы знаете, я человек сугубо демократичный, либеральный. Я считаю, что у всех всегда должен быть выбор. Поэтому вы сможете для себя выбрать ангела на небе, попросить его, загадать ему свое желание. Ангела в море, я для этого туда подойду ближе. И еще я думаю, что горизонт, вот линия, я думаю, что еще вот линия горизонта обладает такой магической, мистической силой. Смотрите, вот сейчас прям идеально, да, на картинке, как будто бы я держу, я отдельно, а в руках у меня картинка или красивая фотография. Правда же похоже? Ну вы поняли уже, да, смысл затеи? То есть теоретически, вот когда я навожу эту рамку на какой-то участок неба, для вас, если это ваше место, и если ваше желание действительно правильное, то небо должно вот здесь вот поменять цвет. Смотрите, небо меняет цвет. Я вижу. Пойдемте загадывать. Собрались? Пусть ваше желание будет не пустяшное. Итак, первый вариант. Я предлагаю вам в рамке видоискателя найти свой участок на небе и загадать желание туда. Поехали. Здесь? Или здесь? Где лучше? Давайте сейчас зафиксируемся. Вот. Видите?
Загадывайте. На счет 3. Раз, два, три. Все, надеюсь, вы рассказали небу все ваши желания. Теперь пойдемте загадывать на воду. Я опасно близко подошла к воде, но чего не сделаешь ради любимых подписчиков. Итак, если вы выбираете воду, поехали. Ну и, наконец, бесконечно далекая, манящая линия горизонта. Давайте еще сюда желание загадаем. Я вам пытаюсь поймать вид с кораблем, но, по-моему, нет, корабль не ходит, или я не вижу. Глазки уж не те. Пожалуйста, загадывайте ваши желания на морской горизонт. Это хороший вариант, это хороший выбор. На счет 3. Раз, два, три. Сделано. Да, и главное, прошу вас помнить правила техники безопасности в обращении с желаниями. Ваши желания ни в коем случае не должны ущемлять права и законные интересы других лиц. Ваши желания не должны быть направлены на причинение вреда другим лицам. И самое главное, после того, как вы загадали желание, его нужно отпустить. Вот это очень-очень важно. После того, как вы загадали ваше желание, сегодня вместе со мной и вместе со всей моей многочисленной аудиторией вы про это желание должны прям и забыть. Вот вообще забыть. Вы его уже отправили. Это как письмо, которое вы бросили в такой вот невидимый почтовый ящик посредством моей рамки. Кстати, о рамке я хочу сказать, что не обязательно использовать прям мою рамку, мое видео. Я пытаюсь до вас донести только принцип. Вы можете сделать дома, не знаю, вырезать какое-то отверстие, да, коммуникативное отверстие, вырезать в картоне и загадывать туда тоже ваши желания. Видите, я рамку эту просто купила и прямиком из магазина пошла записывать видео. Но в идеале вы можете сделать такую рамку для себя индивидуальную. Можете ее разрисовать, например, высохшими лаками для ногтей. Можете ее чем-то инкрустировать. Можете ее как-то назвать. И в самых интересных случаях будете доставать эту рамку и загадывать за нее желания по мере их поступления. Сегодня я заканчиваю. Я вам всем желаю, чтобы ваши желания сбывались вообще всегда, чтобы ваши сегодняшние желания обязательно исполнились. Ой, вы мне пожелаете, чтобы мое желание исполнилось. Кстати, если это случится, вы об этом узнаете
узнаете первыми. Это неизбежно будет. Пока! Мы с моим верным другом, вот он, перебинтованный штатив, возвращаемся домой и решили срезать путь. Это единственный, кроме меня, единственный, да, который не я, член моей съемочной команды. Мы решили срезать путь до дома. Идем по пляжу. В обход, если по улицам идти, то это будет чуть-чуть дольше, но чудесное место и чудесные эмоции. Вот этот вот морской ветер, пахнущий водорослями, вот это вот море, как назло, чистое, когда в нем уже нельзя купаться. Хотя, может быть, и можно, не знаю. Все это очень как-то подчищает. Я вам тоже предлагаю насладиться видом. А вот там вот, это другой мостик. Вот конец Варвинской бухты. Там тоже жилые районы есть. Я там никогда не была. Я вообще нигде не была. А вот так вот выглядит прекрасный, пустой, чтобы не повторяться, но все-таки, опять же, романтический Варвинский пляж в конце октября 2020 года. Может быть, это историческая съемка. Не знаю, хотелось бы, чтобы кто-то это увидел через время. Вот еще раз море. Представляете, море все-таки решило меня поцеловать, благословить сегодня. Абсолютно на сухом месте стояла, и волна дотянулась все равно до меня, промочила мне ноги.